para bailar la bamba, para bailar la bamba. Se necesita una poco de gracia, una poco de gracia pa' mi patria. Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ba la bamba, ba la bamba, ba la bamba, bamba. Ребята, сейчас я вам покажу собаку Камилы, которую зовут Ольга. И также Камила говорит, что эта собака, она похожа на меня. Смотрите, глазами. Если у кого-то будет вопрос, говорит, что глаза такие же, как у меня. Idéntica a ti. Ай? Idéntica a ti. No comprendo. Se parece a ti. Говорит, похожа на тебя. ¿Cómo se llama su perro? Olga Cecilia. Ольга Сесилия. Понятно, ребята? И в чем прикол? Что это не прикол, ребята. Так и знаете. Вот собака Ольга Сесилия. Bulldog inglesa. Бульдоги инглеса. Английский бульдог. Бульдоги английские, ребята, понятно? ¿Y seguro que parece a mí? Sí, mira, tus ojos. Говорит, да, посмотри на глаза. Quítate las gafas. Говорит, сними, говорит, Tus очки. ojos. Ребят, снимаю очки, посмотрите, мои глаза или нет. Окей, como así, si es mejor. Посмотрите, ребят. Ребята, Камила мне призналась, что она потеет из-за груди. На что я ей посмел возразить, что как бы потеть с грудью лучше, чем потеть без нее. Sí, sudando con tetas es mejor que sudar sin tetas. Обратите внимание на вот эти, да, как бы, ребята, нюансы. Поэтому напишите обязательно, ребята, в комментариях ваше мнение, как бы вы предпочли, как... чтобы ваши подружане немножко потели как бы с сисями или как бы чтобы потели без. Ну, чисто так, на ваш вкус и цвет, ребята. Entonces muestra un poco sus tetas. Muestra qué causar su como sweat, ¿sí? ¿Su qué? Sudar. ¿Qué causa su sudar? El calor. No, hay otras cosas que su sudar. Porque son grandes. ¿Graves? Sí, estoy graviendo. Estoy graviendo a ti. Ребят, сейчас покажу вам парк Павлада. Не помню, на своем канале я вам уже освещал эту тему или нет. На самом деле не помню. Всякие темы освещал, короче, разные места, но знаковое место на самом деле. По выходным и не только собираются тусовки. Единственное, по какой причине я мог избегать это место, это сказал, видите, тут уже торговля идет. Это потому, что здесь могут катить такие, как бы, скажем, не совсем легальные времяпрепровождения, то есть, чтобы никакой тут пропаганды не натворить случайно, там, случайно не заснять что-то такого, как бы, нелегального. Вот. Потому что, видите, то есть, публика, да, можете посмотреть по одежде, по походке, там, по, не знаю, по мастям, кто там шарит, ребята, кто подшаривает. То есть, вот. Я знаю, вы специалисты как бы на все руки и не только руки. То есть по всем делам, по всем нюансам, ребят. Но здесь можно рассмотреть хорошие, ребята, срез общества, как вы видите. То есть подучить корейский язык, как вы поняли. Надеюсь, без ошибок написано, но некоторые иероглифы похожи, особенно первые два, как будто похожи на правду. Как будто без ошибок. Но сразу сможете посмотреть на одежду. На что бы я обратил внимание, да, то есть, ребята, одежда, возраст, примерно, количество мужского, допустим, населения против женского, ребята. Это мой был бы подход, да? Как вы видите, мой подход. Какой, скажем так, мой подход, такой и ко мне подход, видите? Опять мастя. Проходим. И тут же, ребята, сразу пост полиции. Но, возвращаясь к теме как бы запрещенки и всего остального, то есть пост полиции, ребята, никого особо не смущает. Не вводит ни в какие ни смущения, ни заблуждения. То есть где-то вот там находится полиция, ну или как минимум ее пост, да? И где-то, ребята, здесь находится все это движение. Пятница, суббота забиты. Уже не первый раз здесь как бы на выходных. Подтверждаю, что
людно, иногда шумно, иногда исполнение. Например, один из моих товарищей здесь, я помню, в мои первые разы, когда я первый раз здесь был, там первый, второй, он здесь успел качели покачать, я их там разнимал и сводил весь этот конфликт на нет. Для примера можно, допустим, для тех, кто скажем так, любопытный либо внимательный зритель, который может читать или смотреть между строчек, допустим, как в толпе выявить чувака из СНГ, да, ребята, то есть, допустим, там, из какой-то бывшей советской, ребята, республики, например, да, там, или страны, неважно, там, сами разберетесь, ребята, по истории. Но я тут, конечно, Голливуды снимаю раз за разом, ребята. Просто каждый раз вас именно посвящаю. Так вот, обратите внимание, как все в таких позах ребята сидят, и в какой позе, да, стараюсь не засуждать свой геморрой, я, ребят. Не изменяю себе, семок только не хватает, жалко здесь нет. Так бы еще семечки, ребята, популял бы, да, покушал. Ребята, сейчас нахожусь в самом центре города Медельин. Хочу вам осветить некоторые моменты, просто показать, как выглядит центр, как выглядят люди, какая обстановочка, воскресное утро, 2 часа дня, как утро, такое. Началось в деревне утро, 2 часа дня. Вот, что хочу показать? Хочу показать срез общества, как выглядят люди, быт, выходной день, кто чем занят, вот, и как происходит вообще движение в центре города. То есть хочу сделать определенного рода контраст, потому что не все себе представляют центр города в Медельине, потому что даже взять по моему контенту, если посмотреть, все так красиво, да, девчонки, улицы, там, заведения, рестораны, туда-сюда. Все так довольно, знаете, на высшем уровне, скажем так. И вот так вот выглядит центр. То есть я уверен, что не у всех есть представление, что центр Латинской Америки может выглядеть вот так. Причем этот случай далеко не единичный, это нормальная практика, да, внешнего вида центра города Латинской Америки, ребят. То есть хочу вам просто осветить эту тему. Потому что многие думают, сейчас я приеду, что тут непонятно. Сейчас приеду, заселюсь в центре города, вот, сниму себе жилье и пойду гулять по красивенькому центрику. Да, ребят, все так. Будет красивенький центрик, то есть с его обитателями, жителями. Вот они. Видите? То есть один только что я прошелся в одну сторону, вперед и назад. Один сейчас на меня стартовал. Но он делал это скажем так, прикрывая не прикрыто. То есть он шел на меня и резко, килял и хотел меня задеть. Блять, как эта вот тетя сейчас мне в лицо хотела этой железной грабли, да, или пластмассы. Ну, хорошо, что я в очках. Еще я не сильно зеваю. Ну, то есть, ребята, в Латинской Америке может вас поджидать, да, опасность со всех сторон. Это аппетита дядя, вот дядя кушает вкусную еду. Видите, выплевывает какие-то там, не все ему приходится по вкусу. Вот, и он, на меня килял, хотел меня задевать, ну, такой гораздо меня ниже, да, то есть худее. Вот, видите, тоже как парень смотрит, так недвусмысленно. Вот, явно трезвый и явно безопасный. Вот. Здесь музычка, ребята. Музычка — это большая часть Латинской Америки. Это вот очень важный элемент. Поэтому поехали сейчас. Отснимем этот элемент, ребята. Вот она будет сейчас событие. Танец, возможно. ¿Cómo se llama esta baila? ¿Vallenato? Parque de Río. Parque del Río. Parque de Río. No, esta baila. ¿Ah? ¿Cómo se llama este tipo de baila? ¿Vallenato? Pasillo. Pasillo, gracias. Pasillo. Если я правильно понимаю, ребята, склонение и перевод языка, то в буквальном переводе будет означать шажок. Вот, скорее всего. Ну, может уточню, может нет. Шажок, то есть один шажок. Довольно эпичненько. Ну, что хочу сказать, что возраст, как вы видите, танцу не помеха, ребята. По поводу культуры, да, подтверждение. Что танцуют даже ребята, скажем, которые чуть постарше, слегка, самую малость. То есть старше 30. Старше ребята, нас с вами, можно так выразиться. Вот. Нам же с вами уже там в районе где-то 30, я смотрю, да, по статистике. Больше всего людей смотрит 35-40, ребята. То есть, скажем так, это ваши старшики. Царь горы, как вы себе поняли. Пока один тянется, который делает заседание. Вот, ребятушки. И, собственно, вход в метро.
Как называется метро, не знаю, может быть называться центр. Я бы так его примерно назвал. Ну, ребята, в общем, считаю, что срез общества довольно удачный. Полюбуйтесь. Ну и немножко, как бы, ребята, для моего, как бы, женского населения, да, как бы для семейного зрителя, немножко момента архитектурки, ребята. Архитектурки и истории. И да, ребят, важно отметить, что, как бы, это так выглядит днем. То есть, если для вас это, как бы, вы любите такое слово типа трэш применять, да, в такого рода, как бы, окружающей среде, ребят, то учтите себе на секундочку, что вечером, как бы, краски можете умножать, ребята, ну, я бы сказал, в 10 или в 20 раз. Не побоюсь, как бы, такой арифметики, объясню почему, по одной простой причине. Потому что днем вы можете себе наблюдать, как бы, ну, срез такого характера. То есть люди ходят, видите, в очках, как у меня, как вы говорите, в женских. Парень сзади меня в таких же женских очках, как и я. Ну, как у него прическа позволяет, он волосатенький, как бы. Вот, я немножко, как бы, да, лысого характера. Ну вот. И днем, а вечером, то есть, ребята, ну, люди, которые в рубашках и на нормальных очках, они немножко отсюда подсольются. И те, которые вот так вот загорают сейчас, они немножко попросыпаются. То есть, как бы, можете себе представить, что 200% вот этого населения немножко, как бы, испарится. А как бы те, которые, как бы, спят сейчас мирненько, да, они, как бы, немножко восстанут. И вы будете, ребята, линда, сень. Вот, и вы будете, ребята, немножко, как бы, иметь дело с ними здесь по центричке. Поэтому если вы будете выдвигаться вечерочком из домика, из гостинички отсюда, да, либо задвигаться, вот учтите, с кем вы, как бы, через что вы будете пробираться, через какого рода, как бы, контент и окружающую среду, ребята. Passa. ¿Qué pasó acá? Peleando, pero no hacen nada. Видите, ребята, все в шоке наблюдают за картиной. Кто с дубиналом, кто с чем. Но так особо никто на помощь не рвется, как вы видите. Voy a tomar un poco de video, experiencia cultural, ¿sí? Porque es comida como... ¿Cómo se llama esta comida? Fresas con crema. Fresas con crema. Pero esta crema es como de leche o como helado o algo. Crema de leche batida. Crema de leche. A ver, en proceso. Y ese es frío, ¿sí? Sí, es fría. Parece muy rico. Es muy rica. Sí, qué pena que estoy en dieta, pero creo que lo más buena opción para mí, como comer azúcar, como una vez en 2 semanas o una vez en un mes. Ah, bueno, puedes comer hoy. Porque la gente normalmente hacen como así, no es como dieta sin azúcar para siempre. Como 2-3 semanas, un mes. En mi caso no como azúcar por 4 meses y 2 semanas. Mucho tiempo. Опа. Ya lo vi. Выберем немножко сахарочку, ребята. Так, шоколадочка поехала. Шоколада. Entonces parece que tú no tienes dieta, sí, nada de dieta. Azúcar con azúcar, sí. Ok, todos de azúcar, por favor. Так, ребята, поехали, видите, сторисик. Сейчас все отснимем четенько, задокументируем. ¿Este es el celular? ¿Samsung o qué? Sí, un Samsung. Sí. Quedó bien. Ay, ponerle con el lomito. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo así? Mi Dios. Yo no recuerdo si es mi como primera vez ver celular como así o segunda, de verdad. Pero muy bueno, ¿sí? Como pequeñito. Sí, Ok. pequeñito, te ahorra espacio. Ага. Учимся танцевать, ребята. Место. Как всегда, ребята, как я вам говорю, когда, короче, начинается контент, подходит кто-то что-то либо просить, либо еще что-то. Стоит справа чувак, но я показывать не буду, потому что не хочу отвлекаться. Но девчонки, вы видели, сразу напряглись.
Хочу выучить пару движений, короче, сальсы или бачаты. Но если честно, хочу и того, и того. También les gusta frutas, ¿sí? No gusta, no come. No come. Ahora comí, mira. ¿Comprende? En mi caso come. Sí. Говорит, не ест фрукты, в моем случае есть. Аж бегом. Причем есть как бананы, так и все остальные части, видите? Сейчас кину этот папайя, смотрите. Оп, побежал. Побежал не есть, ребята. Не есть, говорит. Так, это была папайя. Смотрите, что сейчас будет с манго. Видите, ребята, как всегда, всему виной люди. Он шагают. Си. Шагают своими башмаками. Ну еще, дружок, возвращайся, давай, манго жрет тебя. Видите, он промахивается, он слишком пугливый. Зато увидел второй кусочек, видите, не знаю, вам видно, нет? Наверное, не видно. Ну, вот он, второй кусочек, он вот, дубасит уже вдвоем, сейчас они будут его деребанить. Как говорится, ребята, субботнее утро. Каждый прикалывается как может. У нас тем временем вот такая обстановка. Покажу вам немного. Окружающую среду, как говорится, срез общества, ребята. Ребята, процесс, я так понял, что это праздник Санта-Марта. Как называется? Санта-Марта? Семана Санта. Ребята, праздник Семана Санта, Святая неделя. Давайте я вам засниму немного процесс, что происходит в этот праздник. Как отвечают люди в подлада. Праздник длится целую неделю. Но рабочие дни у них как-то разделены таким образом, что понедельник не рабочий день, вторник, среда рабочий, четверг, пятница опять не рабочий. То есть в эти дни не работают банки, учреждения и так далее. Вот. Но тем не менее, в середине недельки можно какие-то делишки порешать. Конкретно как празднуется этот праздник, мне пока не сильно так понятно. То есть кто-то гуляет вечером, да, туса у молодежи. У верующих людей ходят в церковь. Поэтому насколько это как бы праздник семейный, как он празднуется, я пока так не сильно как бы его праздновал, поэтому подробностей сильно не могу вам рассказать. Но можете посмотреть в интернете, потом написать в комментарии, как бы, да, что происходит, как празднуется и так далее. Ну, просто покажу вам людей, чтобы вы увидели это средств общества, как они выглядят, то есть, и чем они занимаются. Ранними субботними утрами на праздник Святой недели. Видите, ребята, сколько верующих людей.
все верующие. Это Диos mío, Бог мой. Видите, как прекрасно, да. Ay, qué linda esa señorita, mi Dios. Eso. Ay, qué rico este restaurante, me encanta. Ay, ay, qué linda, mi Dios. Una modelo rica. ¿Te gusta? Todas cosas bonitas para usted. Tajín. Ah, y puedes tomar con eso. Para que tenga sabor, porque después hay un sabor como picante. ¿No? Pero es muy lindo cuando está en la cámara, como hay unas personas fotogenéticos y unas no. Y tú eres sí. En la cámara son muy lindas, la verdad. Ay, qué lindo, mi Dios. Exactamente, no la puedo escuchar. Comida mexicana para señorita. Ambos, no importa. Eres bonita. Так, подготовочка. Значит, иду сейчас, спускаюсь с дома, встречаю девчоночку прикольную. Девчоночка с богаты. Познакомились, значит, вчера. Вот. Познакомились вчера, нормально потусили. Вообще классно провели время, прям. То есть я ей понравился, как я понимаю, она мне понравилась. Это точно. И сейчас она ко мне прямо заскакивает. Ребята прямо с чемоданчиками. Ребята, выбираем купальник. Окей, я свой суну. Eso no, y este es el Para ese rico. y este es otro. ¿Y cuál es tu favorito? Yo también creo que ese. Ага, sí. Ребята, видите, тот случай, когда вкусы как бы совпали. Какой-то красивенький, я так понял, что он еще и поменьше, поэтому...
Может будет неплохо там позагорать, скажем так. Видите, еще девчонки тоже заряжены этими кремами. Вообще бомба. Como está preparando para mí como cumpleaños o algo. Con esto puede ser cualquier cosa. Ребят, короче, нарядили мы немножко Викторию. Victoria, es primera vez que yo como nombre tu nombre, por eso puedo ver como tus ojos, como, como un poco oficial. Pero ¿cómo te gusta como la gente te llamas, como amiga? ¿Cómo te llamas? Victoria, oh, sí. Pero Victoria es un poco como largo y oficial. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre Vicky. es Maxim. Sí, y me llaman Max. Sí, Laura, esa es primera palabra que tú hiciste, pero muy cierto. ¿Cómo es? Victoria, Vicky. Вики. Короче, ребят, прибыли мы в этот парк Джерас. Я вдруг вспомнил, что девчоночек мы не накормили. То есть я-то покушал, сделал ням-ням своими зубками, как бы, да, вкусненькую еду с рыбкой. Вот, а девчоночки как бы еще немножко не позавтракали. То есть кинули вещи первым делом. Ну, как вы знаете, девчоночки любят немножко подормить, как бы с подушечкой пообниматься. Вот. А мальчишки как бы, да, делают делишки. Снимают бабулесики, подготавливаются, делают мужские всякие раскладики там, бреются, настраиваются. Чтобы как бы за красивыми девчонками красиво ухаживать. Как вы видите, у Вики, короче, уже моя панама, ребят, нарядная панама. Она здесь. Панама, собственно, придает как бы плюс 15 к красоте, уверенности и всем делам. Опа, тут еще шорты, короче, богатые продаются, ребят. Это серьезная заявка на победу, как вы меня знаете. У меня такие были, только немножко материал другой. По Бразилии я гонял. Hola. Muy rico, sí, mucha ropa rica. ¿Tiene este conjunto con bermudas? Oh, solo la camisa. Solo la camisa. ¿Está linda? Sí, hay muchas lindas. Me encanta como colores, como así, colores ricos. Как вы поняли, прицепил, короче, себе рубашечку прямо на месте, так именно, легким движением руки. Стоило мне где-то 30 бачков, 30 бакинских комиссаров, может чуть дороже, но она мне будет подходить под эти шорты, которые с собой взял для бассейнчика. Но еще лучше мне подойдет для других шортиков, которые я использую для пляжика, потому что как бы цвет немножко совпадает и материал здесь прикольный такой какой-то, то есть не, похоже не на синтетику. Как-то в ней не жарко, не потеется. Так, ребятушки, ну что, вкусненькая еда подъехала. Бен провейчо. Посмотрите на эти, ребята, вафельки с сальмоном, авокадом и яйцом. И на этот пирожочек. Лаура знает, как наслаждаться жизнью. Лаура sabe como disfrutar la vida, ¿sí? Como cosas para desayuno muy ricos. Пришли ребята с парка Джерас, с Провенции, в парк Поблада. Ждем такси, хотим отправиться в этот, как он называется, в парк Ботанический сад. Видите, какие скульптуры. Muy rico, ¿sí? ¿Cómo se llama este pueblo? 33, видите, ребята, богатыря и одна девчонка, короче, моет им одежду. Услужливо как бы ухаживает, пока один паренек загорает. А покажу вам, смотрите, как делает щеточка именно. Это называется эта игра, ребята, я не помню. Ну, как-то они там делают вот так вот именно, чисто выджигеривают. Так, давайте, европейцы, проходим. Ребят, посмотрите на это место, как я понял, называется, короче, район, северный район, тут же как бы северный парк с аттракционами. Вот, как видите, всякие динозавры, люди. И что самое интересное, здесь еще рядом парк цветов и ботанический сад. Я так понимаю, что, наверное, вот это ботанический сад. И они все как-то друг от друга, видите, как вот так напротив. Поэтому прикольный район. Так здесь довольно расслабленно и уютненько. Хоть и говорят, что типа, да, район, типа северный район, он более опасный. Посмотрим, ребят. Вообще интересненько. Muy interesante esta área, sí, hay muchas cosas para ver y hacer. Sí. Ah, mira, por ahí creo que podemos entrar. Eso es botánico, ¿sí? A ver esta persona, preguntar a esta persona, él sabe. Él sabe todas las cosas, parece que es local un poco, ¿no? Porque como está muy relajado. Relajado, sí. O dinero, Dinero. me gusta. ¿Sí? Para nosotros. Ребята, сниму вам вход в ботанический садик в Медельине. Входик и все остальное, ребята. Тетя продает, видите, водичку. Значит, катит в продаже, как всегда, но нету моего фруктика любименького, моего нового любимого фрукта. Так, очередь. Очередь. Так, надо контролировать таких всяких
дядей, которые так приближаются именно настырным образом. Но не надо к нам приближаться. Не приближайтесь к нам. Настырно. Так, опа, фука инициатива. ¿Cómo te parece este nombre, Викуська? Nombre nuevo, Викуська. Tierno. ¿Te gusta? Только что научил, короче, говорю, как мы говорим по-русски, типа Вика, Викуська и Викуля. Им очень нравится. Вчера, ребята, Викуська задала мне первый вопрос, когда, короче, пришла ко мне домой, она мне спрашивает. Первый вопрос, который задала, говорит, ты русский? Я вообще замерз. Просто меня уложила одним словом на лопатки. И я реально не знал, как ответить. Ну, я понимаю, то есть, как бы, да, откуда я родом, там, и так далее. Там, свою национальность, там, национальную принадлежность, там, все эти дела, особенно сейчас, да, там, может стоять вопрос, там, у многих. Но, тем не менее, то есть, я все прекрасно понимаю. Но факт, ребята, остался фактом. В чем прикол? Не то, что меня там что-то как-то там просто как бы смутило, там, или как-то, да, просто меня удивило, что человек в Колумбии, да, молодая девчонка, так лихо, как бы, с первого раза взяла, как бы, и определила, ребята, как бы, да, то есть, ну, хотя бы приблизительную, то есть национальность, хотя там можно было определить как угодно. И никто так обычно не спрашивает. Обычно взрослые люди, как бы молодые нет, ребята. Вот. И я говорю, типа, ну да, я говорю, наполовину русский, то есть она такая, ну понятно, типа, короче. А еще наполовину кто? Говорит, украинец. И я вообще тогда замерз, ребята. Как можно было определить сразу, короче, всю степень как бы моей крови, да, то есть кровинушки. Вика, Викуська. Вика. Вика очень занятая, ребята, посмотрите, как люди. Mi amor, mi cielo, mi corazón. Видите, сразу понимаете. ¿Cómo tú ayer, primera pregunta que tú me preguntaste es... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Si yo soy como... Si yo De era ruso, de ruso o Ucrania. Sí. ¿Y cómo sabes que rusa o ucrania? Porque todo tú dices que eres de allá. Todo tú dices, sí. Sí. ¿Qué dice? No comprendo. La altura, los ojos, altura. la piel. Ajá. Pero ucranianos, como no hay muchos ucranianos en Colombia, Acá. ¿cómo sabes la experiencia de Porque Ucrania? papá tiene amigos de allá. ¿Por qué? Mi papá tiene amigos de Ucrania. А, y de окей. Rusia. Понятно, ребят. Короче, она определила таким образом, говорит, все в тебе говорит о том, что ты или русский, или украинец. Я говорю, ну что во мне? Говорит, глаза, говорит, типа высота, типа рост туда-сюда, типа фигура. Я говорю, ну украинцев-то немного в Колумбии. Она говорит, ну у меня у папы есть друзья украинцы. Понятно, ребят? У папы друзья украинцев, и поэтому Викуська знает все дела. Все дела делишки, ребята. Знает все знатные дела. Знает и русских, по внешности, и украинцев, ребята. Ну давайте вам тогда сразу, короче, козырное дерево засниму большое, с таким именно стволом. Конечно, не такой большой ствол, как у некоторых, но тем не менее. Рико? Sí, это арболь. Так, ребят, давайте немножко карту рассмотрим. Здесь Америка Латина, ¿qué dice? Bienvenido a Bosque. Короче, вот где мы находимся, ребята, для тех, кому интересно. Пум. Здесь, Колумбия, видите, вот здесь вот это мы находимся. 28 тысяч видов растений в Колумбии, ребята, обратите на это внимание. Их 11 тысяч только здесь, в долине и ущелье Антиохии, ребята. И не только здесь много видов растений, но еще и много видов, ребята, очень разных красивых, как бы и животных, и, ребята, людей, как вы можете себе, собственно, заметить. Видите? Я вам показываю. То есть показываю и ознакомливаю, чтобы вы имели себе, ребята, полное представление. Еще какая-то социальная программа, ребят, потому что, судя по тому, какая публика сзади меня находится, я так понимаю, что как бы бездомным людям проводят экскурсию. И, в принципе, это очень круто, я считаю. То есть такие акции, что видите, проводят. Социальная, una programa social, ¿sí? Dando un tour. Para la gente, sí, yo comprendo, sí. Es una programa social, como yo digo. Ух ты, ребята, посмотрите. Orquidorama. Оркидорама? Видите, как указывает своим пальчиком, чтобы вы обращали свое внимание. Называется оркидорама, ребята. Бум. Как вам такие джунгли? Как вам вообще эта природа, ребята? Оцениваете? Должны оценить это видос лайком, комментарием. Ребят, короче, цветы орхидея. Оказывается, что орхидея это официальный цветок Колумбии. Как вам такая информация? Будете знать. Я, например, не знал. Сейчас будем узнавать. Вот вам, ребята, официальный цветок. Tú eres la más linda una orquídea de toda la Colombia. Oficial. Oficialmente. ¿Sabes qué es eso? Una iguana. Ребята, у меня для вас сюрприз. Обратите на это внимание свое. Es gigante. Ya anda Посмотрите por на ahí. этого дружочка. Ay, mira cómo sacó la lengua. Обратите свое внимание на этого. Да, он вот так вот делает. Digo, Он. hola, hola. Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Estamos muy felices que encontramos usted. Говорим, очень рады, что встретили вас. Мне нравится, как он важно направляется по аллейке, ребята. Pero es muy peligroso, ¿sí? Gigante. No, no. ¿No?
Pero la gente dice si atacan con esta cosa es peligrosa. Pero ellos están acá acostumbrados a ver gente. Посмотрите. Ves que va pasando como... Говорит, хвост en su опасный. casa. Мне объясняли, что хвост опасный. Что если типа ужалит, останутся следы. А здесь говорит, что типа конкретно у него, говорит, что он уже не ударит, потому что он знаком с людьми. Он привык к людям. Ну такой вот знакомый, ребята, как вам нравится? Скажу, что в Колумбии это как бы нормально. Я в парке Джерес, когда качался там в уличной качалке, видел как бы такой вот, проплывал вот так вот по аллейке вдоль речечки. А теперь он кушает себе. Ну, он знал, куда ему идти и зачем. Посмотрите, ему виднее. То есть это, ребята, немножко как бы о природе, да, о природе, о погоде. Посмотрите, какая флора и фауна. Насыщенная просто. Flora y fauna es muy rico, ¿sí? En Colombia. Sí, por eso, me encanta, por eso estoy aquí. Посмотрите на эти ушки, как они торчат таким вот эльфийским образом, ребята. Просто выглядывают из этих как бы джунглей, такие эльфики классненькие. Короче, ребята, девчонки, еще те путешественники говорят, типа, любовь, типа, где, короче, бассейн? Я говорю, все, уже нагулялись в парке, они говорят, нет, ну если ты хочешь, то можно поехать на бассейн. Я говорю, раз это хочу я, тогда поехали. Посмотрите, ребят, вот там встретился другой дружочек такой, похожего характера. Такой немножко слегка раскраска будто по-другому. Отличается. Такой видно, что чистый ротик. Pero está comiendo qué? ¿Un animal? Como una hierba. No, como ellos son ¿Árbol? omnívoros. ¿No? ¿Qué? Herbívoros, sí. Son herbívoros, solo comen plantas. Такое видно, Y на está серьезе, cambiando то de есть. piel, mira. Cambia de piel? Sí, mira lo que se está moviendo, mira. Говорит, кожа слазит. Смотрите, как он ползет. Amigas, son mini dinosaurios. Ну, у него, я вижу по его взгляду, что у него на каждый как бы момент свой взгляд на вещи. Человек по-своему смотрит на этот мир, поэтому с таким, как правило, лучше не спорить, ребята. То есть тут мало что докажешь. То есть человек максимально как бы, как сказать, ориентирован, да, такой, целеустремленен. I'm saying that this guy is kind of goal-oriented. Sabe dónde ir, sabe qué hacer, qué comer. Está en su cuándo. casa. Sí, он у себя дома. Понятно, ребят? Вот так вот. Учтите этот момент, когда вы у себя дома или нет. Посмотрим, ребята, что здесь у нас за карта. Estamos allá. Es como este, ¿no? Sí. Говорит, мы здесь. Entonces, salidas, ahí dicen. Salida. Сейчас мы тут, ребята, будем разбираться без 100 граммов. Посмотрите, какой громадный парк, сколько разных всяких систем. Но скажу вам, что мы прошли совсем чуть-чуть, мне кажется. Для тех, кто знает испанский, можете почитать. Как бы, да, этот сетап, что здесь еще здесь нет. Посмотрите, ребят, также в парке присутствует библиотека. Скажу вам, что здесь очень так расслабленно и спокойненько. И, в принципе, атмосфера располагает почитать книжечку, расслабиться, от всего так дистанцироваться. Короче, кайф, ребята, реальный. Вообще, кайфовенько здесь. Тут же, ребята, продают, получается, растения. Видите? Сразу прямо в парчике. В ботаническом садике, ребята. Саду. Смотрите, знаю, что меня потихоньку смотрят, как бы, да, девушки и тети. Думаю, что вам будет такое интересно. Даже мне такие растения интересны, потому что они выглядят довольно как бы экзотично. Экзотично, ядовито, агрессивно, ребята. И так, по-амазонски, я бы сказал. То есть, цветы не для лохов. То есть, здесь вообще все не для лохов. Как вы поняли, ребята. Максимально такая природа. Именно как вы видите. Посмотрите. Рико, ребята, богато выглядит. Посмотрите, ребят, Викуська знает все названия всех цветов. Esa se llama Bougainvillea. Уданбила? Bougainvillea. Y esta Ребята, Уданбила, как вам нравится? И донde está Margarita? ¿Es Margarita? Esa es margarita amarilla. Hay blanca, rosada. Puede ser, en nuestro país nos llamamos eso Ramashka. ¿Ramashka? Acá es margarita. Pero ¿cómo tú sabes todos los como nombres de Porque las me flores? gustan las flores. ¿Te gustan las flores? Sí, me gustan. Ребята, вы просто полюбуйтесь этим человеком, еще и любит цветы. То есть мало того, что она творческая вся, как бы дизайнер, да, ребят, который хотел бы быть
только вдумайтесь, этим ветеринаром, так еще она преподает английский для детей. Ребята, все цветы, потому что как бы ей нравятся цветы. Живет на частном доме, Salí, es allá. и у нее много, ребята, животных. Лошадки, собачки, 2 собачки, там лошадка, барашка какая-то, короче. Все это лично видел на фоточках. Человек просто такого именно характера. Я говорю, я сразу, когда увидел, я сразу все понял. У человека со вкусом все в порядке. То есть человек, который дизайнер, любит детей, любит цветы, животных, и еще человек по этому как бы прекрасному стечению обстоятельств как бы имеет свойство, имеет симпатию, ребята, как вы поняли правильно, кому? Правильно, котику Максику. Поэтому, ребят, человек знает толк в развлечениях. И, ребята, магазин. Есть желание зайти в магазин. Смотрите, культура. Показываем, ребята, культуру, чтобы вы знали. Чантадура, это вот, ребята, мой богатый фруктик, который мне нравится. Чантадура me encanta. Видите, ребят, местные дела. Вот такой вот фрукт из Амазонии, из лесов Амазонки. Ребята, и все-таки поделки. То есть, посвящаю вас в культуру. Освещаю неосвещенные. Освещаю и увещеваю. Повествую, ребята. Прохладненько кондейчик дует прямо на меня, ребята. Таким именно образиком серьезным. Так, здесь что у нас? За исследование внимательное, как это такое. Человек реально напал. Смотрите. Все напоминает какую-то природу, да? Смесь всего и совсем, ребята. Все смеси. Обезьянка, видите, как делает он ботиком? Воротанчик именно. И, ребята, библиотечки, посмотрите, как козырненько у нас. Расслабленненько. Погуляли бы, почитали бы, так походили бы. С моими друзьяшками. Ребята, эти люди отдыхают, учатся. Все располагает к хорошему, правильному времяпрепровождению. Pasamos tiempo muy rico, ¿sí? Muy educativo, inteligente, ¿sí? Cultural, no solo cosas malas, cosas buenas, me disculpa, ¿sí? Así es. Buenas tardes. No, Con ribata, cola sex shop, granulada, por miel, ¿cómo lo quiere? favor. Qué rico, por fin. Por fin. Estoy listo a consumir mi Bueno, fruta. pregúntele con qué lo quiere. ¿Cuánto cuesta? ¿Con vitamina o natural? ¿Qué Con significa? las vitaminas. Con vitamina, con miel. Pero es sin azúcar. No, con azúcar. ¿Pero tienes sin azúcar o no? No, eso contiene azúcar. Ok, un poco con azúcar. ¿Pero qué significa vitamina? ¿Qué tipo de vitamina? No comprendo. Vitamina S es vitamina S con un complemento. Con cola granulada. Y miel, cola Miel. granulada. No, solo fruta. Yo Son ya todas las con- frutas. consumo vitaminas. Solamente natural. Por favor, ajá. 100% natural. Chontaduro. Ah, ¿y tú? ¿Quieres? No, yo no quiero. ¿No te gusta? Sí, pero no quiero. Sí, pero Yo le no. vendo micheladita de mango y maracuyá. Посмотрите, ребята. Son saborizadas, no traen licor. Продает фруктики. Ребятушки. Сколько мне тут? No, gracias. Ну-ка попробуем. Mango, mango. Cheers, un chin chin. Amiga, está bueno. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres uno? Nada, Видите, ребята, мой сачок зашел. compartamos. Поделимся, говорит. Ребят, короче, хотели пойти на бассейн. У меня есть дома вот такой бассейн, ребята. Но, как вы поняли, пошел дождик. А помимо дождя, ребята, еще и началось, короче, этот. Сегодня у них ремонт бассейна. Заливают бассейн. Quimicatos. No podemos usar piscina. No podemos. Ay. Pero podemos como tomar el sol aquí. Pero está lloviendo, así Sí. que... O ver su belleza al menos. O para mostrar para todo el mundo que belleza tienes, para que todo el mundo pueda ver. Muestra un poco, sí. No, esa después, primero como esta parte, con la vista. ¿Quién la ha visto? No, como así un poco. ¿Así? Ajá, no, así. Eso después. ¿Así? Ajá. Puede ser, va a ser como, ¿cómo se llama? Foto principal del video, sí. Del video, ok. Pero necesito abrir eso porque eso como cierra todo. Ajá. Sí, con el sol. Las montañas de fondo. Ay, tienes una figura como, no sé, figura deportiva. Y ahora puedes mostrar otra parte. ¿Otra vez? Sí.
Pues muy rápido, porque como no quieres... Más despacio. Sí. A ver, más despacio. Ребят, посмотрите на это. ¿Así? Sí, mi amor. Sí. Pero no voy a decir para ellos eso voy a cortar. Ok. Oh, qué linda esta vista. Ese es mi vestido de baño favorito. Pum. Pum. Buenísimo, rico. Sí, mi cielo. Ай, qué lindo. Спрашивал, получается, говорю, ну, мы ходили, типа, спускались на бассейн, взяли полотенце, то все, спускаемся, закрыто. Вернулся к ключнику, говорю, что с бассейном, закрыт. Я говорю, девчонки, а когда у вас вообще, самолет? Они такие, в 7 вечера, а сейчас время, типа, 4. Я такую калькуляцию прикинул, и говорю, типа, ее подруге, так, ну, тебе, наверное, пора на выход, потому что, ну, нам тут надо серьезные разговоры поразговаривать как-то Оказывается, что-то время как-то мы немножко не подрасчитали, потому что вчера разговор был, что типа поздно ночью самолет, а сегодня уже оказывается, что как бы вполне себе как бы таким вечерком не сильно-то и поздним, да.